Всем привет, с вами Олег и канал StableDiff. Сегодня мы будем говорить про апскейл на базе Flux модели. Мы будем разбирать изображение на плитке и описывать каждую плитку по отдельности. Потом перегенерировать каждую из этих плиток. В итоге получится что-то похожее на ControlNet Tile для Flux, которая на данный момент не существует. Более того, эту схему с разбиением на плитке в будущем можно будет использовать для любой модели, так как схема в принципе универсальная. Также это чем-то похоже на Ultimate Upscale, но работает это лучше, так как есть перспектива повышения качества за счет полной доступности этой схемы. Эта техника позволит повысить качество и точность апскейла, а также снизить потребление видеопамяти. Максимальное потребление видеопамяти с операционной системой вместе 13,5 гигабайт, но будет отлично работать и на 12 гигабайтах, возможно даже при меньшем объеме видеопамяти тоже все будет работать. Если у вас Flux модель генерирует нормально, то вот примерно с такой же скоростью будет происходить и апскейл, но он, естественно, будет поплиточный, соответственно, будет зависеть от того, сколько плиток у вас будет генерироваться. Схему, которую я сегодня буду показывать, это схема с 8-мегапиксельным апскейлом, это по умолчанию, но также вы можете менять размер этого изображения, там даже до 20 мегапикселей, может и больше. Потребление видеопамяти от этого никак не возрастет. То есть это просто будет влиять на время генерации, на время вашего апскейла. Если вы будете понижать размер этого апскейла, то, естественно, время будет генерации сокращаться. Если вам интересны нейросети и в частности веб-интерфейс Automatic Forge Conf UI, то для вас у меня есть последовательные курсы по этим веб-интерфейсам с моей поддержкой и еженедельными стримами. Более подробную информацию вы найдете на сайте stablediff.ru. Ссылки будут в описании под этим видео, там же есть контакт администратора. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. Всех жду на курсе, а теперь давайте продолжать. Для работы с Flux апскейлером вам понадобится установить Conf UI, который вы сможете установить по вот этому уроку. Тут устанавливается классическая портабельная версия Conf UI, которую я рекомендую к установке. Но если вы начинающий пользователь и у вас не получается разобраться с первым методом установки Conf UI, то для вас у меня есть более простая установка Conf UI Desktop. Установка, которая очень похожа на установку обычной программы для Windows. Скачиваете .exe файл, запускаете его, проходите простую процедуру установки, как с любой программой для Windows. Более подробную информацию вы найдете вот в этом видео. Также для работы с этой схемой нам понадобятся модели FluxDev, FP8, T5, Q4 GGUF и Clip-L, а также апскейлер UltraSharp. Это сочетание моделей позволит снизить потребление видеопамяти. Ссылки на все эти модели вы найдете в инструкции на Boosty под этим видео, и там же вы найдете рабочую схему. Модели вам нужно будет расположить в следующей папке, давайте я вам покажу. Слева у меня окно с классическим Conf UI, справа у меня окно с десктопным Conf UI. Для классического Conf UI переходим в папку Conf UI, и здесь есть у нас папка Models, вот она. Здесь же у нас в десктопной версии у нас просто сразу есть папка Models. Заходим в папку Models, и дальше у нас все одинаково. Это окно я сейчас закрою, чтобы уже не путаться. Первая модель FluxDev FP8 нам нужно будет поместить вот в эту вот папку Diffusion Models. Заходим в эту папку и вот сюда вот ее помещаем. Теперь модель Clip. Заходим вот сюда вот в папку Clip из папки Models. И помещаем сюда модель Clip-L. И также сюда помещаем модель T5 GGUF Q4. Вот такую вот модель. У меня называется вот так вот. Также нам понадобится еще модель VIA. Опускаемся в самый низ в папке Models. И находим здесь папку VIA. И вот сюда вот помещаем модель Flux VIA. Возвращаемся обратно, и нам еще нужна будет модель UltraSharp. UltraSharp это апскейлер. Заходим здесь в папку Upscale Models. И вот сюда вот помещаем модель UltraSharp. Вот моя модель. На этом с установкой окончено. Теперь запускаем Conf UI с помощью файла Run NVIDIA GPU. Если у вас портабельная версия, вот такая вот, то запускаем с помощью ярлыка на рабочем столе. Я запущу портабельную версию, обычную. После загрузки Conf UI нам нужно будет закинуть в рабочее пространство Conf UI вот такую вот схему формата JSON Flux Upscaler Custom Tile он называется. Вы эту схему сможете найти на Boosty в описании под видео. Закидываем эту схему вот так вот, прям перемещаем в рабочее пространство в Conf UI, отпускаем.
Если после этого у вас появятся какие-то красные узлы, это будет означать, что они у вас не установлены, будет сообщение об ошибке, естественно, то вам просто эти узлы нужно будет установить. Перейдем в менеджер, вот сюда вот по вот этой кнопке нажимаем, заходим в Install Missing Custom Nodes. Здесь у вас будет список узлов, которые необходимо установить. Нажимаем по вот этому вот квадратику и выбираем весь список узлов, которые нам необходим для установки. И нажимаем здесь кнопку Install, она появится после того, как вы выберете все эти узлы. Дожидаемся, пока все эти узлы будут установлены, у вас потом появится кнопка Restart, такая красненькая. И нажимаем по ней, и у вас происходит перезагрузка Conf.ui. У вас скачаются некоторые расширения, некоторые дополнения. После этого у вас интерфейс перезагрузится и будет уже все нормально, вот таким вот нормальным цветом. Схема на первый взгляд может показаться большой, навороченной, но я здесь все разделил по группам, и каждая группа имеет логический смысл. Вам будет очень легко разобраться с тем, что здесь вообще есть в этой группе. Давайте начнем с самого начала. И в самом начале у нас есть вот такая вот группа загрузки моделей. Здесь мы выбираем модель FluxDev FP8, вот такую вот. Я рекомендую именно эту модель, не FP16, потому что расход видеопамяти с ней будет меньше. На качество очень сильно это как-то не повлияет, разница там минимальная будет, но потребление видеопамяти разница большая. Далее у нас идет Dual Clip Loader для загрузки моделей для работы с подсказками. Здесь у нас загружается Clip L модель. Обязательно все это перевыбираем, потому что у вас модели могут называться по-другому, у меня по-другому, и тогда у вас просто будет ошибка. И выбираем здесь модель T5 Q4 GGUF формата. Видите, узел это называется именно GGUF, соответственно, сюда не надо выбирать FP8 модели, а именно только GGUF. Если вам не нравится вот такой вот вариант с форматом GGUF, то вы просто можете дважды щелкнуть и ввести, например, Dual Clip и загрузить просто простой Dual Clip Loader. Вот такой вот. И тогда уже переподключиться вот сюда вот, а это удалить или забайпасить вот так. Соответственно, здесь нужно будет выбрать Clip L, а здесь нужно будет выбрать FP8 или там FP16, если вы хотите вот так, например. Но я оставлю именно вот такой вот вариант. Почему? Потому что здесь эта модель T5, она сильно не повлияет на результат, но на потребление видеопамяти и на доступность этой схемы для большинства пользователей она повлияет. И в нижнем узле перевыбираем FluxWire, выбираем и все. В принципе, все у нас модели загружены. Также здесь есть поддержка LoRa. Вы можете вот так включить LoRa или добавить еще какую-то LoRa. Это означает то, что вы можете, скажем, делать upscale, но upscale делать уже со стилизацией небольшой, если вы подключите, например, какую-то стилевую лору, ну и так далее. Также вы можете приводить, скажем, лица к определенному конкретному лицу, на которое эта лора обучена. Здесь у меня предварительно выбрана фотореалистичная лора. На Boosty я тоже приложу на нее ссылку. Она позволит повысить фотореализм нашего изображения при апскейле. Но по умолчанию она здесь будет выключена. То есть здесь вот этот вот переключатель, он в состоянии выключено, то есть false. Если вам его нужно включить, просто нажимаете и включаете. Если вам нужно добавить еще какую-то лору, нажимаем сюда, добавляем. Если мы посмотрим выше, то здесь у нас загружается изображение, такой фиолетовый узел, соответственно, сюда нужно поместить то изображение, которое мы хотим проапскейлить. Далее отсюда у нас это изображение подается вот в такую вот группу, которая называется Upscale 8K. Это означает, что мы здесь будем апскейлить это изображение с помощью модели апскейла Ultra Sharp. Кратность апскейла здесь никак не выбирается, здесь задается размер изображения вот таким вот узлом, мегапиксель. Почему именно этим узлом, почему не классическим там узлом, где мы выбираем, например, ширину или высоту? Дело в том, что здесь нам достаточно задать просто площадь. В мегапикселях измеряется площадь. То есть, если вы умножите, например, там 2900 на 2900, у вас как раз получится 8 мегапикселей. Опять же, если мы сейчас нажмем «Давайте Q», посмотрим, что у нас вообще получается. И получается у нас вот такой вот. Давайте вот здесь поднимемся, посмотрим. Это у нас было до, это у нас получилось после. То есть вот такой вот апскейл у нас по факту получается. То есть это даже без лора, который позволяет повысить фотореализм. Если ее включить, то фотореализм будет еще больше, будет больше шероховатости на коже. Но и так вполне даже нормально. Давайте теперь посмотрим уже на схему, как она выглядит как раз-таки в рабочем состоянии. Здесь у нас показывается размер изображения итоговый, да, то есть 8 мегапикселей это вот столько вот. При условии, опять же, что это изображение квадратное. Если у нас изображение не квадратное, то оно все равно будет приводиться к этой площади 8 мегапикселям, но пропорции изображения будут учитываться, то есть не будет никак изменяться пропорция изображения. Если оно вытянутое вот так вот, значит ширина будет тут чуть меньше, высота будет чуть больше, соответственно, и площадь итоговой все равно будет 8 мегапикселей. То есть это все равно, что перемножить 2900 на 2900, примерно вот так вот. Если вам не нравится
выбрался, например, вот такой вот вариант, но по каким-то причинам вам нужно, например, к какому-то конкретному размеру всегда приводить изображение там по ширине или по высоте, то в этом случае вы можете просто дважды щелкнуть и выбрать здесь Upscale Image, например, вот такой вот узел. Соответственно, здесь вы выбираете, например, по ширине там 2500, к примеру, по высоте, соответственно, 0 ставите, чтобы этот уже размер брался из пропорций, и сюда просто подключаете вот это изображение, и дальше уже раскидываете из этого узла все соединения, куда соединялся вот этот вот узел, то есть 3 соединения сюда, сюда и вот сюда вот. И все, в этом случае вы просто модифицируете эту схему под уже конкретный размер. Я же оставлю вот такой вот размер, 8 мегапикселей, и сам размер вы можете всегда будет посмотреть вот здесь вот. На качество генерации, на качество апскейла это вообще никак не влияет, неважно какой у вас здесь узел, тот, который я предыдущий вот показал, либо вот этот вот. Это всего лишь для удобства только делается, и при разбиении плиток дальше у нас будет уже использоваться это просто с учетом 8 мегапикселей. Если у вас там какой-то другой размер, то вам, возможно, нужно будет подкорректировать размер вот этих вот плиток. Соответственно, здесь мы можем посмотреть, что у нас было до апскейла, что получилось после апскейла. Вот так вот у нас модифицировалась эта картинка, она подготовилась для ресэмплинга, потому что это как раз-таки, в принципе, есть апскейл, да, но нам нужно именно ресэмплировать это изображение, чтобы получилось из него какое-то качественное изображение. Простой апскейл нам, естественно, вот такой вот не подойдет, это слишком просто. Поэтому переходим в следующую схему, вот сюда вот. И вот эта схема уже более интересная. Такого вы еще, наверное, не видели. Большинство из вас точно этого не видело. Это как раз-таки эмуляция ControlNet Tile. ControlNet Tile – это такая модель, она для 1.5, для SDXL существует, которая позволяет, в общем, описывать наши изображения. И когда мы делаем upscale с помощью ControlNet Tile, мы разбиваем на плитки это изображение и описываем плитки по отдельности. И, соответственно, потом перегенерируем эти плитки с конкретным описанием, которое уже в инструкции кондишнинг зашиты. В данном случае мы просто эмулируем эту же ситуацию, потому что модели такой ControlNet Tile для флакса нету и неизвестно, когда она будет. Соответственно, вот эта схема вам позволит всегда использовать вот этот вот прием ControlNet Tile, независимо от того, какая у вас вообще модель. Завтра появится новая модель, вы сможете на ней это сделать, просто подключите новые модели, и ControlNet Tile у вас всегда будет как под рукой зашит в эту схему. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Подается вот на вход изображение. Далее это изображение у нас раскидывается вот в такой вот узел, который как раз-таки наше изображение расшивает на плитке. Размеры этих плиток задаются вот здесь вот. Здесь задается у нас ширина плитки, и здесь задается высота плитки. Соответственно, мы можем это менять. Но вот модель Flux, она очень хорошо генерирует при 1 мегапикселе. То есть это примерно перемножено 1024 на 1024, получается 1 000 000 пикселей. И в этом случае у нас генерация получается максимально качественная и приемлемая по времени и по потреблению видеопамяти. Если мы повысим размер этих плиток, это тоже, кстати, можно сделать. Можно поставить там и 1600 даже. В этом случае у нас, конечно, потребление видеопамяти будет расти, потому что уже единичная генерация будет при большей площади происходить. От площади будет зависеть потребление видеопамяти. Если будем понижать, то качество детализации будет немножко падать. И, в общем, вот это вот такая золотая середина. Но, опять же, не всегда это будет работать хорошо. Почему? Потому что мы можем посмотреть вот сюда вот. Обратить внимание, как у нас разбивается изображение на плитке. Если у нас, например, это изображение будет разбиваться таким образом, что у нас лицо вот так пополам будет плиткой какой-то рассечено, это будет точно нехорошо. У вас лицо, скорее всего, будет кривоватым при генерации. Поэтому, когда вы разбиваете изображение на плитке, обратите внимание на размеры этих плиток. Таким образом вы сможете подогнать разбиение вот этими вот размерами плиток так, чтобы у вас лицо, скажем, не попадало на разрыв этих плиток. То есть у вас лицо желательно должно попадать целиком в какую-то плитку. Это будет максимально лучший результат при таком вот апскейле. Также у нас здесь задается параметр overlap. 0,1 это 10%. Это означает, что 10% изображения присутствует и здесь, и 10% присутствует здесь. Это для того, чтобы у нас изображение более правильно сшилось. Потому что у нас будет происходить перегенерация отдельно в каждой вот такой вот плитке. Вот здесь вот, потом вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. И у нас должен быть перехлест этого изображения и того, чтобы эти изображения правильно сшить. Если у вас как-то получается плитками, да, сшивается или какими-то швами, то поменяйте размер вот этого оверлэпа. Может быть, чуть побольше стоит поставить. Но слишком высоко его завышать не стоит. Вот здесь внизу мы можем посмотреть действительно размер плиток. Вот такой вот он, не такой, как мы вот здесь вот запросили.
Это происходит потому, что у нас есть корректировка от апскейльного размера изображения, то есть чтобы все это делилось и к нормальным размерам привелось потом в итоге. После этого у нас это изображение подается вот сюда, вот в эту группу. В этой группе у нас описывается каждая наша плитка по отдельности. Используя вот такой вот вариант отдельных плиток, мы можем описать каждую плитку более детально с помощью, например, Florence. Florence работает достаточно быстро, но есть, конечно же, и более серьезные вещи для описания изображений, но они более ресурсоемкие, я не стал их сюда включать в эту схему. Какие есть варианты для описания изображения, которые позволят еще более детально все это описать? Ну, во-первых, есть LLM модели различные, тот же самый Gemini можно использовать модель, например, Qwen, и также можно использовать еще Joy Caption. Joy Caption тоже очень классно описывает изображение, очень детально, но все вот эти вот примеры, которые я вам сейчас привел, они более ресурсоемкие, они все будут влиять на скорость создания вот этих описаний. Это все будет более долго, в общем, происходить. Вот этот вариант, он более быстрый, я сравнивал. По качеству есть разница, честно говоря, даже с Joy Caption есть разница, но она не такая существенная, чтобы ждать, скажем, лишнюю минуту какую-то для этого апскейла. Да? Если у меня вот минута на апскейл тратится при 8 мегапикселях, то мне придется там еще примерно минуту, наверное, подождать, чтобы получить описание. Я не стал тот вариант включать, и мне кажется, этот вариант вполне нормальный. Он пригоден для апскейла, и апскейл получается приемлемым по качеству, хорошим. Здесь у нас есть загрузка модели, если обратите внимание, здесь выбираются модели, которые доступны. Выбрана простая модель Base, есть еще Large модель, вы можете ее, кстати, тоже выбрать. Описание будет немножко поточнее, ну, получше будет описание. Я оставил Base, самую простую модель, чтобы она просто у вас много места не занимала ни в видеопамяти, ни на диске. Также вы всегда сможете, конечно, поменять на Large, то есть это очень легко делается. Эта модель сама скачается. Если у вас будет проблема со скачиванием, вылезет какая-то ошибка, то в этом случае вам нужно будет перейти в корневую папку ConfUI, в папку Models, и нужно будет вот здесь вам создать папку LLM. Вот как я сделал. То есть создаете просто папку LLM, и сюда уже скачаются вот эти вот модели. Florence 2 Base, вот они. У меня есть их много различных моделей. Для Flux там есть Flux Large и так далее. То есть можете поэкспериментировать, попробовать и другие варианты. Но если будет ошибка, вы знаете, надо создать просто папку LLM в папке Models. Далее мы отсюда переходим вот сюда вот. И здесь у нас группа для генерации. Это обычная схема для генерации изображения на основе Sample Custom Advanced. Это аналог, в общем-то, к любому кассэмплеру, но он такой более продвинутый. Здесь можно дополнять какие-то нюансы делать. В принципе, можно обычный кассэмплер было бы использовать, было бы все очень похоже. То есть, в принципе, можно это обычным кассэмплером заменить. Будет практически одно и то же. Но если вы будете какие-то дополнения, какие-то патчи добавлять, то в этом случае у вас возможность будет, а в кассэмплере ее не будет. И после этого у нас изображение подается в последнюю вот в эту группу. Здесь у нас происходит сшивание вот этих вот отдельных плиток в единое изображение. Мы здесь сначала декодируем все эти плитки из латентного пространства и потом их просто сшиваем с помощью вот такого вот узла в обратную сторону. И после этого уже подается это все вот сюда вот в просмотрщик. Сшивается это все, как вы видите, без всяких там швов, то есть швов никаких не видно, все достаточно точно получилось, то есть в итоге срастить. По поводу элементов управления этого изображения, естественно, нужно будет закинуть изображение, не забыть. Также есть у нас лора для дополнительных там каких-то стилевых возможностей. Также у нас есть возможность управлять размером итогового изображения. По умолчанию 8 мегапикселей, вы можете поставить 6, 4 мегапикселя или наоборот 20 мегапикселей. В общем-то, к любому размеру вы можете это все привести. На потребление видеопамяти это сильно сказаться не должно, потому что апскейл у нас плиточный. То есть у нас все равно это все разделится на плитки 1024 на 1024. Но опять же, вы размер этих плиток можете корректировать таким образом, как я говорил, чтобы у вас лицо или там лица на изображении попали в одну плитку, а не рассекались какими-то плитками посередине, например. Также у нас есть еще возможность менять denoise. Denoise очень сильно влияет на свободу генерации, соответственно, чем у вас этот denoise будет больше, тем у вас изображение будет более сильно меняться. Здесь по умолчанию стоит 0.3, такая золотая середина, чтобы вы могли там даже фотографии какие-то апскейлить, вычищать. Но опять же, какие-то старые прям фотографии, скажем, такие не цветные, там царапанные всякие, эта схема, она, наверное, не вытянет. Но вот, скажем, если какие-то размытые фотографии, то да, она может их восстановить, но, по крайней мере, попробуйте. Вот с фотографиями типа вот таких вот, да, она очень здорово справляется, проблем вообще никаких нету.
неплохой результат получается. У Supera, конечно же, с фотографиями по-любому получше получается, потому что он специально заточен именно на фотографии. Но по скорости эта схема значительно быстрее работает, чем Supera. Также в этой схеме вы можете поиграться с сэмплером, например, с планировщиком. Здесь норма выбрана, можете какой-то там другой выбрать, попробовать. И также вы можете поставить случайный сид, и в этом случае у вас каждая генерация будет немножко отличаться. Здесь я поставил фиксированный сид, чтобы у нас изображение лишний раз не перегенерировалось, если мы там что-то захотим добавить, что-то изменить в дальнейшей части схемы после вот этой вот группы. Такую же схему можно попробовать сделать и на Ultimate Upscale, но она будет всегда уступать вот такой схеме, потому что здесь мы описываем каждую плитку отдельно, а в Ultimate SD Upscale мы описываем сначала все изображение и потом это уже разбиваем на плитки. Поэтому эта схема, она скорее всего у вас будет по качеству показывать лучшие результаты, чем Ultimate Upscale, несмотря на то, что она просто проще. Друзья, если вам интересны нейросети, интересный веб-интерфейс Automatic Forge Conf UI, я вас приглашаю на свои курсы по этим веб-интерфейсам. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediv.ru, ссылка будет под этим видео. Там же есть контакты администратора. Если вам что-то останется непонятно, обязательно задавайте вопросы. Также на этих курсах у нас предусмотрены еженедельные стримы, там мы разбираем различные новинки, которые выходят, и различные интересные схемы. Также я вас приглашаю на свой Boosty, там всегда есть подробные инструкции со всеми ссылками, со всеми схемами, и там вы сможете прям по шагам все это подробно установить, не теряя лишнего времени. Также вас приглашаю в большой телеграм-чат, там очень большой комьюнити. Есть различные комнаты по различным интересам, например, LLM модели или модели для генерации, Conf UI, Automatic, Forge. Ссылки все эти находятся в описании под этим видео. А на этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Все, всем пока.